Здравствуйте, дорогие друзья! Мы записывали большое количество обзоров, видео различных, и сейчас, наверное, настало время нам познакомиться. И я бы хотел немного рассказать о себе, потому что у многих, скорее всего, возникли вопросы, что это за парень, почему он нас учит, почему он нам рассказывает и вообще кто он такой. И огромное количество вопросов, я думаю, возникает, поэтому это видео сегодня будет наше знакомство с вами. Занимаюсь я в области детейлинга порядка уже, наверное, 16-17 лет. Начал я свою карьеру простым обычным полировщиком на автомойке. Далее, соответственно, написал резюме в компанию Mercedes-Benz, это Логоваз Беляева, бывший Mercedes-Benz Беляева, и проработал там порядка 4-5 лет на должности полировщика. Полировал машины, абразивная полировка, покрытия различные. Вот тогда я, в принципе, познакомился с различными защитными системами, абразивами и прочими вещами. Далее, то есть это, наверное, основной опыт, где я получил именно работы руками. То есть я понял всю специфику абразивной полировки именно на практике. Вот. В дальнейшем я начал работать с компанией Wilson, это японская компания, производитель жидкого стекла, где и по сей день, это уже более 8 лет, я являюсь техническим директором в данной компании, где в свое время, еще в начале карьеры, создавали мы свою технологию нанесения жидкого стекла, потому что та технология, по которой это делают японцы, она не работает в наших российских реалиях, да, то есть потому что у нас агрессивное воздействие реагентами, соли и прочее, то есть за зиму умирает любое покрытие. Вот, то есть мы там в течение 2 лет по-разному наносили и разработали реально свою технологию нанесения, которая работала действительно год, как это и заявляет производитель. Вот. Соответственно, далее меня пригласили работать в компанию Toyota Lexus. Я занимался, у меня уже была группа специалистов выездных, и мы занимались аутсорсингом, то есть это непосредственно продажа уже готовой услуги официальному дилеру, и он, соответственно, уже перепродавал нашу готовую услугу, там полировка, химчистка, там покрытия какие-то, уже дальше своему конечному потребителю. Вот, соответственно, далее работал уже и на себя, и в компании Advance Star, это одна из крупнейших компаний, которая занимается продажей вот таких же услуг на аутсорсинге официальным дилерам, то есть у них там более 50 официальных дилеров, которых они обслуживают. Это очень крупная компания, я работал непосредственно менеджером с ключевыми клиентами, такими как Range Rover, BMW, то есть это практически все салоны по Москве. Вот. И вот так вот потихонечку я пришел к тому, что мне нужно открыть уже свой собственный бизнес, где мы проводим все съемки. Это помещение большое, где мы делаем большие, огромные, на самом деле, даже не огромные, а все виды работ, от ремонта, начиная автомобиля, да, слесарного, заканчивая покрасочными работами, стапельными работами, ну и, соответственно, все услуги детейлинга, то есть это полировка автомобиля, реставрация кожи, оклейка пленками, различные покрытия защитные для интерьера, для экстерьера автомобиля. Ну, в общем, все, что связано с автомобильной красотой, а именно автодетейлингом, то есть можно сделать и у меня, и я этим сам занимаюсь. Вот, большое количество времени, порядка, наверное, 2-3 лет, я очень много ездил по России, по СНГ с различными семинарами. В основном это от компании Wilson, где я проводил семинары, лекции, мастер-классы о том, как правильно ухаживать за автомобилем, как правильно полировать, как правильно наносить защитные покрытия, конкретно покрытие от компании Wilson. То есть это была очень интересная преподавательская работа, в принципе, я этим до сих пор занимаюсь. Я открываю людям детейлинг-студии, кому-то как консалтинговые услуги, то есть это развитие, так скажем, да, бизнеса, который уже есть.
кому-то непосредственно с нуля это все создавал, то есть там начиная от подбора помещения, подбора людей, обучения там, и так далее, то есть там и заканчивая работой под ключ, да, то есть там и финансовые какие-то моменты, и маркетинговые, и система учета, и, ну, в общем, все, что с этим связано, и, опять же, различные новинки. Итак, хочется вообще поговорить, конечно, о детейлинге. Что это такое и с чем это едят, да, так назовем. На данный момент очень много людей, которые хотят заниматься детейлингом, которым это интересно, но есть очень большой минус. Это все теоретики. Вот. Почему я пришел вот в этот бизнес, да, именно как человек, который рассказывает людям об этом, учит, обучает, потому что я это все прошел с самого начала, да, то есть именно вот с полировки машин, с мойки, с химчистки, то есть я конкретно сам держал машинку, держал там, полировал и так далее, и так далее. То есть так вот я примерно подсчитывал за свою карьеру, ну, порядка 800 автомобилей отполировал вот именно абразивной полировкой, с различными покрытиями. Вот, поэтому могу смело заявить о том, что, ну, я действительно знаю, как это делается, понимаю, что я говорю и что я делаю. И могу, в принципе, любому человеку, специалисту, не специалисту, объяснить на его языке. Мы затронем очень важные темы в бизнесе, в автомоечном бизнесе, в детейлинг-бизнесе. То есть это как правильно вести учет, как внедрить автоматизированный учет автомобилей, сделанных услуг, то есть там химии, денег и так далее. Соответственно, как правильно подобрать персонал, как его переобучить, как его обучить, как снизить издержки на химию, да, то есть на закупку химии, как снизить издержки на услуги, то есть не ухудшая качество, но снизить изначально себестоимость там, той же самой мойки какой-то, да. Как внедрить новые какие-то услуги, именно высококачественные, которые сейчас, ну, так скажем, там, в тренде, в моде и так далее. То есть очень много разной информации, которую я бы хотел с вами со всеми поделиться. Если это все будет бесплатно, это все будет только для того, чтобы культура детейлинга распространялась там, в нашей стране, в СНГ, ну, максимально правильно и качественно, потому что детейлинг — это не просто красивый автомобиль, да, там не просто чистый салон. То, что мы проводим в автомобиле, да, вот так, если немножко отвлечься, огромное количество времени. И возьмем даже небольшой пример, почему в машине внутри всегда в интерьер автомобиля должен быть чистым. Потому что мы, проводя в автомобиле огромное количество времени, мы дышим всем тем, что у нас находится в автомобиле. И, соответственно, тот же самый зимний период. Если мы в нем не убираемся, то мы дышим этим реагентом, наши дети этим реагентом дышат. Потом мы удивляемся, почему аллергии там и так далее. Потому что у нас в жизни огромное количество химии используется. Ну, просто задумайтесь об этом. Как в быту, ну, так, соответственно, и в любой сфере. В следующих видео будут не только обзоры по автохимии и средствам для детейлинга и мойки автомобиля, но и я бы хотел, чтобы у нас образовался диалог, комментарии и различные вопросы, которые вы можете писать на наши аккаунты, о наболевшем, да, то есть о проблемах, которые возникают в вашем бизнесе. Абсолютно любые. Я постараюсь вам помочь на этом, поэтому прощаюсь с вами. С вами был я, Хан Павел, и компания Cosmetic Auto. До скорых встреч!